Доброе утро, 26 июня. Я топаю на курсы. Буду продолжать рассылку мотивационных писем, резюмешек на практику. Вчера говорил, что планирую сегодня в греческое производство пищевое отправить и в кемпинг-центр. Но вот насчет кемпинг-центра я что-то сегодня проснулся уже не настолько мотивирован. Наверное, все-таки туда не буду отправлять. Я как-то подумал, немножко не тот формат. Я о нем больше узнал информации и понял, что это не совсем то, что я ожидал, от него. Вот. А на производство отправлю, это интересно мне. Ну и поищу что-нибудь еще. Потом отпишусь, что вышло. Закончились мои курсы на сегодня. Сейчас пойду домой. В общем, отправил сегодня в греческие продукты Бевербунг и в Amazon. Причем в Amazon напрямую отправил, не через посредников, на которых ведет сразу ссылка там на, в общем, с Google Maps. По работе, как-то там, я не помню, в общем, что-то переходишь и идет на фирму посредника почему-то ссылка. Вот, но я через чатик GPT поискал, как там подать напрямую, и подал напрямую запрос на Amazon. Хочется мне тоже посмотреть. Вряд ли, конечно, меня туда позовут. Там есть у них вакансии определенные, даже открытые, такие типа повыше обычного сборщика, но явно там, наверное, язык мой не подходит для этого. Не знаю, я написал бесплатная практика, все как GPT советовал, посмотрим. Вот, отправил 2 штучки, там подготовил еще несколько, одну в туристический магазин все-таки, и буду думать и еще над местами, куда можно что заслать. Так хочу хотя бы с десяток до конца своего курса зарядить. На вакансии напрямую пока никуда я не слал, именно чтобы не практика. Как-то так. А вообще настроение что-то паршивое. Энергии вообще как-то нету. Сейчас чуть распогодилось, а так с утра было пасмурно. Думаю, может на погоду что-то, а может потому что второй день не делаю зарядку полноценно. Я обычно делаю и общую разминку, и там чуть силовых упражнений, типа там всякие отжимания, пресс качаю и так далее. И вот эту часть я сейчас убрал. Хочу ее делать раза 3 в неделю всего лишь. Вообще хочу поменять, вот эту силовую штуку на растяжки там какие-то такое. Все, не доходят руки заняться этим. Вспоминаю об этом, думаю потом. И потом наступает утро, я уже автоматически делаю то, что привык делать. Поэтому как-то так. Вот, настроения нету, энергии нету. Пойду пообедаю, может появится и то, и другое. Да, пойду себе гулять. На прогулке обещают меня намочить дождь. Но это так было по прогнозу, а небо вон какое, да? Хотя с той стороны вон что-то темнеет. Посмотрим. Я вышел на прогулку после обеда и переживал, что нету обещанного дождя. Там чуть ли не 10 миллиметров осадков показывает моя программа. И пока я шел от солнца до вот этого, прошло 5 минут. Ладно, не 5, а 10. То есть я выходил вот в такой голубизне, а сейчас вот так все выглядит. Я иду прям туда. Я взял на всякий случай пакетик целлофановый для телефона и наушника, поэтому не страшно, все остальное высохнет. Так, что, я промок, как и хотел. По кайфу, честно говоря. На улице было жарко, и этот дождик, оно прям то, что нужно. В общем, гулял я себе, не знал горя, пока где-то минут 10 назад на меня не напали оводы. Это такие, мухи, которые болюче очень жалят. Вот эти, которые на лошадей, нападают. И на меня тоже набросились они. Я не знаю, их рой был, наверное, штук 50. Они просто за мной летели и догнать не могли, сесть. И влезли в лицо, в общем, измену я поймал конкретную. Я даже пытался от них убежать, там малость пробежал метров 150, нифига, их только больше становилось. В итоге пришлось деревце поранить, отломать ветку и просто обмахиваться веткой, быстро идти и махать. И то,
плохо это помогало. Только когда я дошел до шоссе, они, короче, свалили. То ли им запах там мешает, то ли что, не знаю, короче. Я сейчас зашел в лес, и опять я на измене, что они сейчас налетят. Короче, не знаю, что тогда делать, потому что мне по этому лесу идти километров 5 или около того. О, уже что-то жужжит. Ё-моё. Короче, если не выйду на связь, значит они меня съели. А так буду сейчас топить побыстрее. В общем, там оказалась ложная тревога. Прилетели эти оводы ко мне опять, но их было мало. Поэтому отделался легким испугом. Сейчас зашел под мост, почистил камеру на телефоне. У меня там кусочек сухой тряпочки еще остался, протирки этой для линзы. Я с горем пополам прочистил камеру. А так все ж мокрое, и камера тоже. Я ее из пакета телефон достал. Ну и в мокром кармане он уже, короче, запачкался. Так, съел конфетку сладкую. Леденец забросил. Сейчас рывок 7 километров до дома. Надеюсь, дальше в лесу тоже не будет этих долбаных мошек. Или что это такое. Диск кто-то потерял. Здесь автобан сверху, он слетел, видно, оттуда. А я что, пошел туда, в ту сторону сегодня гулять. Хотел увидеть последствия взрыва. У нас позавчера обезвреживали бомбу авиационную британскую. Что-то около 2 тонн. Перекрывали здесь все в радиусе километра. И взрыв был. Часов 6 вечера мы слышали дома, но не поняли, что это такое. Оказывается, бомба. Пикирующая или как там она. Ну, в общем, со Второй мировой. И я так по фотке посмотрел. Тот ветряк, где я гуляю постоянно, очень на него похоже, поле рядом было. Думаю, пойду, может, увижу это место. Там воронка такая нормальная была на фото. Но что-то не увидел. Ну, оно еще дождь шел, я особо как бы по сторонам там не видел ничего. Ну, посмотрю дома еще эту фоточку, попробую определить, где это есть. Может, на другой раз как-то буду гулять. Если ее не закопают, то увижу эту воронку. Как-то они интересно написали. Типа, перед взрывом сняли оболочку тонна 800 весом. Ну, нифига себе. Это что за бомба такая? 2-тонная. Как они ее вообще нашли там посреди поля? Ну, написано, что строители, но я так думал, сколько я там не гулял, никто ничего не строил. Как бы да и шел поле строить. Либо, может, они ее нашли чуть в другом месте и туда переместили. Ну, тоже как-то странно. В общем, непонятно. Так, может быть, я еще под дождик вот там попаду. Небо синее-синее такое. Темно-синее. Ладно, буду надеяться, что машкара меня не ждет впереди. Наверное, эти оводы из-за дождя так возбудились в том месте, потому что сейчас иду и ничего нету. Вот это хожу здесь постоянно мимо гольф-клуба. И только что мне пришла идея, надо и сюда написать на практику, наверное, заявку на недельку. Может, возьмут там клюшки носить за кем-нибудь. Так я, может, хоть разик ударю там, пока никто не видит, по мячику. Может, мне зайдет. Захочу разбогатеть и тоже стать гольфистом. Или таких старых кэдди не берут. Или как они называются, эти пацаны, что клюшки носят. Обычно они там малолетки какие-то. Да, я уже стар для этого дерьма, как в фильмах говорят. Ну, вообще интересно. Надо посмотреть. У них сайт-то должен быть. Может, там есть какие-то вакансии. Вообще, оно такое красивое, ухоженное это поле. Я как-то шел здесь на тропинке, мячик находил. Еще взял с дуру и назад его забросил. А там девочка стояла, она поулыбалась, что-то мне рукой помахала. Ну, которая играет. А я потом только сообразил, думаю, может, нельзя было трогать этот мячик, если он за пределы поля вылетел. Наверное, ж там как-то это фиксируется. Я его назад вбросил, мог им там поломать игру как-то. Но она так смотрела, улыбалась на меня, как на дурачка. Я поэтому задумался, что я сделал не так. Вот. Надо было в карман его положить, да. Сувенир был бы мне, трофей. А я, дурачок, подумал, что так правильно.
Да, деревья валяются. Вот тут, честно говоря, вот сколько этому дереву, я не знаю, оно лежит уже, он скоро сгниет. Тут вообще как-то деревья не убирают. Тут вроде и пешеходный маршрут здесь какой-то оздоровительный, и такой он, ну, в общем, как в лесу заброшенном. Какой-то у них подход своеобразный к этому. Да и вообще, я не знаю, если замечали, вот когда я даже по городу хожу, вот вчера ходил в Тафель, то там по дороге везде буряны какие-то растут между плитками, то есть никто их не чистит, не достает, не убирает. Как-то странно. Вообще довольно грязно. Я помню, первое время удивлялся, когда приехал сюда. Ну, идешь по улице, просто валяется все там, я не знаю, там бычки какие-то, пачки сигаретные. Думаю, блин, у меня что-то дома иногда чище бывало. Ну, там как-то убирали это, что ли, каждый день там, или, не знаю, дворники какие-то. А тут, в общем, странно. Ну, иной раз вижу этих ребят, которые или листья задувают, или что-то там пытаются убрать. В основном какие-то мужички такие с виду. Нормально, вроде благополучно выглядят, ну, не то, что там какие-то алкаши или еще что-то, как бывает у нас там работают. Но, тем не менее, ходят они так в перевалочку, дуют, целый день дуют. Идешь потом назад, смотришь, они там метров 30 на 20 площадку очистили за полдня. В общем, солдат спецслужба идет, типа того. В общем, странно, удивительно. Нету больше в Германии порядка. Нету на них Сталина. Ладно, как бы им видней, как оно должно быть. В общем, живем и не умничаем, а то депортируют. Не знаю, камера, я смотрю, залапанная. Будет видно, что-то нет. Потому что тряпочка уже абсолютно мокрая. И ей лучше не вытришь. Я тоже вот мимо этого кемпинга хожу постоянно. Сегодня стало интересно, почем здесь домики. Там они вот такие вот полубочки есть, вот такие. Ну и посмотрел на сайт, зашел к ним. Тут весь этот комплекс с вот этой вот штукой, которая тягает лыжников. Ну, в общем, это все одна структура. Развлечения водные и домики. И домики около сотки на сутки, если вот час снимать. А меня интересовала стоимость места для палатки. И что-то там место, короче, с розеткой. Блин, что-то эти короче, вообще слово паразит у меня сегодня. Раз, наверное, 150 уже повторил. Да. Так вот, место с розеткой стоит 27 евро. Ну и, соответственно, сюда же входят все услуги санитарные кемпинга, то есть туалеты, души. Не знаю, правда, душ холодный, наверное, по умолчанию идет, за горячий возможно доплачивать. Но я так глубоко там не рылся. Просто для меня и 27 евро довольно большая сумма. Я помнится, когда ездил в Париж, смотрел там посреди Сены есть остров, на котором есть кемпинг. И вот там вот, это я был в мае или в апреле, вот там вот стоил на те даты этот кемпинг, место для палатки, стоило тоже, по-моему, или 23, или 27. Вот так вот. Как бы если сравнить Париж с моим городишкой, и это озеро с центром, условно, ты там прям с острова можешь хоть туда к Триумфальной арке, хоть туда, в этот новый район, забываю вечно, как он называется, но он настолько шикарный, он меня поразил. Вообще, блин, не помню, как-то... не вспомню, но очень красивый райончик, супер, пока он еще то ли свежий, то ли не убитый, то ли качественно сделан, и он уже довольно старый, но не убитый, непонятно. Я как-нибудь видео смонтирую, хочется пересмотреть еще. Я помню, ребенку фотки сбрасывал оттуда, она какая-то 3D графика, а там, ну, прям я старался такие кадры ловить, небо голубое вообще, и эти небоскребы на фоне. Классные, блин, обязательно надо помонтировать побыстрее. Да, ну, сейчас, может, тоже там летом подорожало, конечно, но тем не менее.
в каком-то немецком Мухосранске цена на кемпинг дороже, чем в Париже. Интересно. Ребенок мой, кстати, нагулялся уже довольно быстро. Сегодня, говорю, пойдем. У нее нету никаких на Хильфе, репетитора нету, ничего нету. Валяется в кровати, говорю, пошли гулять. Не, говорит, надоело. Ну, говорю, ну как так? Ух, он какой-то летит. Птеродактиль. Где он там? А, вон. Их не добивает до него камера. Аист. А я сегодня еще видел косулю. В общем, олененка такого. Тоже прыгал по полю. Там еще во время дождя не мог телефон достать. Хотелось снять, но он еще такой постоял, на меня посмотрел и попрыгал дальше. Раньше тоже, когда на пробежке сюда ходил, часто видел. Они там по полям ранним утром шарились, что-то искали, видно, остатки еды какие-то. Я пробегаю, вечно их пугаю. Может, опять бегать начать? Что-то такая ностальгия прям. Ну, надо подумать. Да, и что я рассказывал? Ага, и малая, короче, говорит, не хочу. Впадлу буду валяться. Лежит там, аниме свое смотрит или что-то такое. Ну, уже нам осталась чепуха до моря. Это сегодня 26-е, да? Да. Меньше 2 недель. Я, кстати, там уже в шпаргалке своей дошел до Испании. В принципе, все расписал. Вот сегодня чуть-чуть на курсах сидел, смотрел, подправил. Там вот уже закончилось на том, что мы приехали в наш городок и проложил маршрут, посмотрел, сколько там идти до квартиры от ЖД станции. Что-то там меньше 1,5 км. Там же рядом Алди, Меркадона, супермаркет побольше. Там же ее Мак, Бургер Кинг. И до пляжика тоже там меньше километра, потом вниз спускаться. Вот. Все билеты купил, которые могли подорожать со временем. Осталось только такие рейсовые уже на месте взять. Надо найти карточку, у меня где-то валялась испанская, которая на 10 поездок. И там что-то у меня оставалось 1 или 2. Надо проверить ее. Потом на эту карту можно опять закинуть. Ну, она просто кусок бумажки там с каким-то NFC меткой к телефону прикладываешь, она показывает тебе остаток и все дела. Ну, у меня там, по-моему, первая только зона, а это у нас будет 4-я или 5-я. Не знаю, как оно между собой там это все согласуется. Ну вот, и еще там есть нюанс по поводу прилета нашего. Мы в начале 2-го прилетаем в Барселону ночи. А первая электричка в 5:40, по-моему. Вот у нас будет выбор. Либо мы подремаем в аэропорту, ну или хотя бы малая. Либо можно ночным автобусом поехать в Барсу и спуститься по Ла Рамбла к порту. Встретить там рассвет. И потом также по Барселонете прогуляться на вокзал, с которого уехать в городишко наш. Ну вот не знаю, я бы с удовольствием за такой кипиш. А вот ребенок, ну, она, наверное, уставшая сильно будет. Ей там до Барселона нафиг не нужна. Я бы, конечно, с удовольствием еще раз прошвырнулся. Я там встречал рассвет, Порт Вейл. И по готическому кварталу тоже бы утреннему прогулялся. Там, конечно, атмосферно. Санта-Мария-дель-Мар зашел бы. Эх. Ну, посмотрим, может, она и захочет. Ладно. О, уже распогодилось здесь. Больше меня дождь сегодня не намочит. Да я уже, в принципе, высох. Футболка спереди еще мокровато. Шорты там он уже снизу сухие. Сандалеты тоже не чувствуются, что мокрые. Ну, они так как-то и намокли, но и не чвакала вода. Ничего не натирает. Как в носках начал ходить беговых, все стало окей. Я думаю, в трекинговых вообще будет супер. То есть так как я прикидывал их функцию,
идешь, и только дождь намечается, переобуваешь их, они мокнут, потом дождик закончился, ты обратно в свою обувь, там кроссовки трекинговые или что-то такое. Хотя сейчас я вот в них привык уже ходить, вот сегодня сколько будет, где-то в сумме 14, наверное, 15 километров, и хоть бы что, то есть мне уже удобно, нормально, комфортно, поэтому, может быть, и не выдумывать никаких кроссовок, если погода будет позволять. Посмотрим. В общем, ладно, уже всякую фигню рассказываю. Наверное, на сегодня хватит. До завтра.